Привет, друзья! Ефим Шифрин – российский актер, писатель, юморист с грустными глазами. Яркий, самобытный, невероятно талантливый. Так можно охарактеризовать юмориста. Его юмор тонкий и саркастичный, шутки попадают точно в цель. Герои его пародий легко узнаваемые. Сколько себя помнит Шифрин, он всегда хотел быть кем-то другим. Это его желание и привело его в профессию. Теперь он всегда кто-то другой. Ефим – уникальный артист. Он может все – петь, танцевать, быть смешным, трогательным. Он совершенно не звездный, очень милый, очень добрый, очень скромный, родной какой-то. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Ефим Шифрин и сколько он зарабатывает. Ефим Шифрин родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. С рождения будущий артист носил имя Нахим, которое впоследствии сменил для благозвучности. Вырос и получил среднее образование мальчик уже в Латвии в средней школе номер 5 города Юрмала. Молодой человек получил сначала диплом филолога в Латвийском государственном университете, затем поступил на эстрадное отделение циркового училища имени Румянцева уже в Москве. После окончания училища Ефим попал в труппу студенческого театра МГУ под начало своего наставника Романа Виктюка. Амплуа молодой артист эстрады выбрал довольно удачное. Этакий грустный клоун, пройдоха под маской глупца. Зрители просто обожают его монолог «Люся». Зал буквально лежит от смеха, когда он его исполняет. Под этой маской скрывается хитрый и практичный еврей, как сам себя называет Ефим Залманович. Уже через несколько лет этот прагматик был удостоен значимой премии за свой талант и усердие. Он дважды стал лауреатом всесоюзного конкурса эстрадных артистов. Артист необычайно плодотворен. В его творческой копилке сразу несколько направлений деятельности. Он актер театра, кино, юмористические монологи Ефима Шифрина посмотреть стремятся миллионы. Он записывает аудиокниги, пишет авторские произведения. В игровом кино Ефим Шифрин сыграл более 20 ролей. Самые яркие образы у него получились в фильмах «Я играю Шостаковича», «Ангел с окурком», «Новые приключения Аладдина», «Глянец», «Филфак» и других. Кроме этого, у него есть опыт работы над документальными проектами. Шифрин принимал участие в съемках 26 документальных фильмов и передач. А еще он озвучивал героев мультфильмов. Голосом Ефима Залмановича говорит Мышиный король из версии Щелкунчика от 2004 года, жираф из мультфильма «В зоопарке ремонт», коллега из «Братьев-пилотов» и другие мультяшные персонажи. Всего работ этого плана у Шифрина 8. Артист никогда не состоял в браке, и детей у него нет. Ни разу не был замечен Ефим Шифрин и в каких-либо романтических отношениях. При этом юморист не раз подогревал к себе интерес размещением в сети совместных фото с привлекательными женщинами. Но, как выяснялось впоследствии, это были лишь кадры с очередных съемок спектаклей и телешоу. Недавно артист отметил свой 65-летний юбилей. Но это нисколько не помешало ему всерьез увлечься фитнесом и проводить достаточно много времени в тренажерном зале. При этом Ефим является активным пользователем социальных сетей и часто размещает в них фотографии из своей жизни, по которым можно судить о его превосходной спортивной форме. Шифрин даже получил несколько наград за пропаганду активного образа жизни и стал лицом международной сети фитнес-клубов World Class. Моложавого юмориста часто приглашают участвовать в популярных телевизионных шоу. Он сумел заявить о себе в проекте «Цирк со звездами» и хорошо показал себя в передаче «Без страховки». Добиться успехов на телевидении Ефиму во многом помогает его отличная физическая форма.
Увлекается артист и ведением интернет-дневников, оставляя записи в публицистическом и мемуарном жанрах и делясь с читателями своим богатым жизненным опытом. Пробует он себя и в качестве детского писателя, выпустив книгу «Я большая панда». Довольно прорывными в творческом плане стал для Ефима Шифрина 2017 год. Он принял участие в озвучке множества аудиокниг, среди которых «7 тучных лет», «Иностранка», «Белое на черном», «Фигурные скобки» и другие. На что живет Ефим Шифрин? Все на те же гонорары от выступлений. Несколько лет назад он расширил свое амплуа, начал петь, начал записывать философские монологи о жизни и выкладывать их в свои интернет-дневники. Попытался подражать Задорнову и Жванецкому. Эти шаги несколько обновили его репертуар, привлекли внимание зрителей и организаторов концертов. Согласно последним данным, сольное выступление Ефима Шифрина стоит $3000, что значительно меньше, чем у его коллег по цеху. К примеру, Максим Галкин получает за такое же по времени выступление не менее $30 000, а новые русские бабки по 5000 каждый или каждому. Ефим Залманович пытается развиваться и в других направлениях, что похвально для человека его возраста. Даже на себе любимом он научился зарабатывать. Источником дохода стали фотосессии с его участием. Увлечение спортом сыграло на руку юмористу. Полюбоваться на его тело хотят представители миллионной армии поклонниц и поклонников. У Ефима Шифрина имеется стандартный набор артиста. Речь идет о квартире в Москве и загородном доме в Подмосковье. Квартира у Шифрина не где-нибудь, а в знаменитой высотке на Котельнической набережной Москвы, одной из сталинской семерки и столичного символа эпохи СССР. И что особо примечательно, именно это здание служило домом для многих знаменитых советских артистов и писателей. Кому как не Шифрину ценить то, что когда-то по соседству жили Фаина Раневская или Александр Ширвинд. Сейчас квартира в таком знаменитом доме стоит немалых денег. По оценке ЦИАН, в среднем по этим высоткам за квадратный метр просят более 600 тысяч рублей. Одна из квартир в доме на Котельнической в 62 квадратных метра ушла с молотка за 24 миллиона рублей. Как бы то ни было, но в быту артист не особо притязателен, поэтому интерьер с обстановкой функциональный, современный и без вычурности. Общее оформление в минималистском стиле. Стены окрашены в цвета синих оттенков, дверной проем оформлен в виде арки, на потолках лепнина. На кухне современная техника. Фартук на стене оформлен мозаикой бордового цвета. Шторы на окне под цвет фартука. В квартире Ефим Залманович организовал рабочий кабинет, в котором расположился большой книжный шкаф. Стол из дорогих древесных пород темных оттенков. В принципе, обстановка, которая однозначно не претендует на богемный статус, а скорее свидетельствует о стремлении к удобству и комфорту в работе с отдыхом, что продолжает отслеживаться и в загородной недвижимости артиста, до которого добираться не так далеко, всего-то в 30 километрах от Москвы, что по современным меркам почти рядом. Вдобавок, участок очень большой, на котором есть не только большой дом, но и отдельно стоящая баня, гостевой домик. Стены в доме оформлены в светлых тонах, кровати с мягким изголовьем, украшенным декоративными пуговицами, тумбочки и комод обиты тканями приятного оттенка. На тумбочках стоят светильники, которые дают приятный мягкий свет. На полу лежит хороший ламинат, он не боится влаги. Стены санузла оформлены декоративной штукатуркой. Душевая кабина и раковина современны и лаконичного дизайна. Глядя на жилище Шифрина, ни разу не возникает ощущения пафосности или богемности. Скорее, это место обитания обычного среднего москвича или немного выше этого уровня, хоть при этом известного и вполне успешного артиста. Но на миллиард эта недвижимость не тянет точно. Друзья, давайте пожелаем человеку харизмы и таланта, не терять артистизма, не сомневаться в своем успехе и не оставлять в стороне своих идей. Пусть каждый день будет веселым и чудесным, представлением с эмоциями, радости и громом аплодисментов
В вашу честь, Ефим Залманович. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, друзья. Пока.